Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня я хотел бы рассказать вам про уличный камин. В моем понимании это то, вокруг чего могут собраться люди и очень уютно себя чувствовать, а также очень вкусно поесть. И сегодня я хотел бы рассказать вам про уличный камин, который я изготавливаю в своей мастерской. И что же он из себя представляет? Это большая метровая пирамида, изготовленная из 3-миллиметровой стали. Камин имеет достаточно большие габариты и, соответственно, достаточно большую массу. Поэтому его сборку я решил осуществить не за счет сварки, а за счет винтов, для того, чтобы можно было удобнее его транспортировать. Первый сегмент – это дровница. Сюда помещается достаточно много дров, и это сможет обеспечить вам как комфортное приготовление пищи, так и длительный комфортный отдых вокруг камина. Второй сегмент – это топка, а также модуль для приготовления пищи. Третий сегмент – это условная труба. И думаю, самая важная часть во всем этом – это как раз таки средняя. Топка или модуль для приготовления пищи. И сейчас я хотел бы подробнее о нем рассказать. Модуль также изготовлен из 3-миллиметровой стали, имеет ширину 50 см, глубину 45 см и высоту стенок 10 см. Модуль крепится в пазах и фиксируется специальными ключами. И сейчас я вытащу модуль для более наглядного представления. В модуле вырезаны специальные пазы, они необходимы для установки планок. Как поперечные планки, они служат для того, чтобы вы могли размещать на них шампуры, либо решетку. Расстояние между планками можно изменять. Все зависит от размера вашей решетки, либо от размеров шампуров. Также этот модуль достаточно легко обслуживать и без снятия. Для этого в комплекте идут совок и кочерга. Я уже неоднократно испытывал данный камин. С металлом абсолютно ничего не происходит, его не ведет, не погибает, он не думает трескаться или лопаться. Здесь достаточно удобно готовить как классический шашлык, так и, к примеру, стейки на решетке. Плюс ко всему, за счет большой металлической конструкции корпус достаточно неплохо нагревается, и вокруг него комфортно чувствует себя несколько человек. На этом, пожалуй, все. Если у кого возникли вопросы, с удовольствием отвечу на них. Всем спасибо за внимание, всем пока!